Глава 16. Продолжение притч Соломона. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа. От Него же все гири в сумме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Глава 17. Продолжение притч Соломона. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота
с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родителей их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18. Продолжение притч Соломона. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказывать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, и источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей – брат расточителю. Имя Господа – крепкая башня,
убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19. Продолжение притч Соломона. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходительным к проступкам. Гнев царя – как рев льва, а благоволение его – как роса на траву. Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета
и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать – сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Глава 20. Продолжение притч Соломона. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом. А можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. «Дурно, дурно!» – говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – уста разумные. Возьми платье его так, как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом – не одинаковые гири, и неверные весы – не добро. От Господа направляются шаги человека. Человеку же как узнать путь свой? Сеть для человека – поспешно давать обед
и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Раны от побоев – врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Глава 21. Продолжение притч Соломона. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства,
и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг. Очи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня!» Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлений, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего тебе доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что пред тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. «Ешь и пей», — говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою.
Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушай отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законно преступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно. Толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его.
Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает. Сказано также мудрыми, и иметь лицеприятие на суде нехорошо. И кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Глава 25. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Слава Божия – облекать тайную дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не сблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану,
то поющие песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлична глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывают себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: «Лев на дороге, лев на площадях». Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, а где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что 7 мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Глава 27. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит себя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности?
Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громче хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Аввадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим и имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род. Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники – великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду.
Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корость продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит «это не грех», тот сообщник грабителям. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дела. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихаимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном.
Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем. Глава 30. Слова Агура, сына Иокеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу и Укалу. Подлинно, и я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он – щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал: кто Господь? И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости 2 дочери. Давай, давай. Вот 3 ненасытимых и 4, которые не скажут «довольно». Преисподняя и утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери. Выклюют вороны довольные и сожрут птенцы орлиные. 3 вещи непостижимы для меня, и 4 я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой, и говорит: я ничего худого не сделала. От 3 трясется земля, 4 она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи. Народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно.
Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев – силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.